Дорогие друзья, присоединяйтесь. Крючок 1,4 я использую. Пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок 169 метров в 50 граммах. Бисер перед началом работы я нанизываю на рабочую нить. Пряжу вы можете взять любого цвета. Бисер у меня неровный, крупный, изнутри прокрашен серебром. Вы можете взять любой цвет бисера. Начинаем выполнение с 7 воздушных петель, замкнутых кольцом. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку и выполняю соединительную. Мое колечко готово, и я могу приступить к выполнению первого ряда. Первый ряд у меня будут полустолбики с бисером. Я подтягиваю бисер, который предварительно нанизала на рабочую нить. Выполняю 2 воздушные, хорошо подтягиваю. И теперь накид. Видите, вот с бисеринкой выполняю накид. Ввожу крючок в колечко и выполняю полустолбик. И считаем 1. Далее накид с бисеринкой. 2. Видите, при этом я ввязываю нить, точнее остаток, да, нити. 3, 4, 5 и так далее, пока у меня не будет так 12 полустолбиков. После того, как я выполнила 12 полустолбиков с бисером, я завершаю выполнение моего первого ряда. Пропускаю 2 воздушные, ввожу крючок в вершинку моего полустолбика и выполняю соединительную. Хорошо подтягиваю. Первый ряд завершен, и я могу приступить к выполнению второго ряда. Я ввожу крючок в вершинку следующего столбика, точнее полустолбика, выполняю соединительную и начинаю выполнение лепестка. Для этого я выполняю очень внимательно 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее выполняю 2 накида на крючок, ввожу крючок вершинку и выполняю столбик с 2 накидами. Видите, в эту же вершинку ввели крючок. Далее я буду выполнять блок столбик. Очень внимательно я разворачиваю работу, накид на крючок, ввожу крючок вокруг моего столбика и вытягиваю петлю. Вот такую натяжечку я выполнила. Всего таких натяжек я должна выполнить 8. Первая готова, и продолжаем выполнять. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. Далее я ввожу крючок в эту же вершинку. Захватываю рабочую нить и вытягиваю. Видите, да? Теперь аккуратненько придерживаю, захватываю рабочую нить и протягиваю через все петли на крючке. Вот таким образом. Мой блок столбик готов, и я, продолжая работу, буду выполнять воздушные. 1, 2, 3, 4. То есть точно так же, как и с этой стороны. Далее ввожу крючок в эту же вершинку очень внимательно и выполняю соединительную. Вот такой нежный красивый лепесточек у меня готов. Далее между лепесточками я буду выполнять соединительную, то есть вершинку следующего столбика выполняю соединительную.
И далее ввожу крючок в вершинку следующего столбика и буду выполнять точно такой же лепесток. Выполняю соединительную, и я повторю выполнение нашего лепесточка, только немножко быстрее. Раз, два, три, четыре, столбик с двумя накидами. И теперь будем выполнять натяжки. Накид, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Ввожу крючок сюда же, в эту же вершинку, вытягиваю, захватываю и провязываю. Далее раз, два, три, четыре и соединительная в эту же вершинку. Далее соединительная в следующую вершинку и соединительная в следующую. И раз, два, три, четыре. Мы начинаем выполнение следующего лепесточка. Эти лепесточки я поправляю, показываю, что у меня получилось. И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Всего должно получиться 6 таких лепестков. После того, как мы выполнили все 6 лепесточков, я выполняю соединительную, как мы выполняли с вами ранее, да, между нашими лепесточками. Вот. И завершаю при этом выполнение моего второго ряда. Второй ряд завершен, я могу приступить к выполнению третьего ряда. Для этого я выполняю одну воздушную петлю под арочку из 4. Я выполняю 5 столбиков без накида и считаем. Раз, два, три, четыре, 5. Выполнили 5 столбиков без накида. Далее очень внимательно я подтягиваю бисеринки. Накид на крючок. И теперь смотрите, у меня у блок столбика 2 вершинки. Вот одна и вот вторая. В первую вершинку мы с вами будем провязывать 2 полустолбика. Первый полустолбик. Опять же с бисером, да, вот хорошо видно, накид с бисеринкой. И второй полустолбик. И над этим полустолбиком я буду выполнять пико из 4 воздушных петель. Выполняем. Раз, два, три, четыре. Я ввожу крючок в вершинку, захватываю нить столбика и выполняю соединительную. Мое пико готово. И мне остается выполнить еще один полустолбик над следующей вершинкой. Полустолбики, напоминаю, мы с вами вяжем с бисером. Далее я пока уберу бисер и буду провязывать столбики без накида под мою следующую арочку. С этой стороны видите лепесточка. Очень внимательно я буду захватываться за арку. И вот нить полустолбика, которая вот хорошо видна с изнаночной стороны, я ее тоже буду ввязывать. То есть выполнять столбики без накида вот таким образом. Раз, два, три, четыре и 5. Выполнили. И приступаем к выполнению нашего второго лепесточка. Давайте выполним. Раз, я немножко побыстрее буду выполнять. 2, 3, 4, 5. Далее подтягиваем бисериночки. Я выполняю первый полустолбик с бисером. Далее второй в эту же вершинку очень внимательно.
И теперь выполняю пико из 4 воздушных. Точно так же, как мы выполняли с вами вот в нашем этом лепесточке. Раз, два, три, четыре. Ввожу крючок в вершинку, захватываю нить столбика очень внимательно и выполняю пико. Накид. И в эту вершинку я выполняю один полустолбик с бисером. И теперь под арочку ввожу крючок, обязательно захватываю нить и выполняю. Раз, два, три, 4 и 5. Выполнили. Поправляем наши лепесточки. Вот такая красота получается. Так вы выполняете до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего третьего последнего ряда. И после того, как выполнили 6-й лепесточек, очень внимательно я пропускаю воздушную петлю, которую сделала в начале ряда, ввожу крючок в вершинку самого первого столбика без накида, выполняю соединительную, хорошо подтягиваю, выполняю воздушную и нить обрезаю и хорошо подтягиваю эту воздушную. Если вы планируете этой ниточкой подшить цветочек к изделию, то можно ниточку оставить немножко подлиннее. То есть здесь уже смотрите на ваше усмотрение. У меня вот эта ниточка длинная достаточно осталась, и я именно ей подошью бусинку в центр. Вот таким образом. И мы по изнаночной стороне вдоль полотна уберем наши ниточки. И давайте посмотрим, что у нас получится. Дорогие друзья, сегодня мы с вами связали вот такие нежнейшие, потрясающие цветочки. Всего лишь 3 ряда, вяжутся очень просто. Можно декорировать буквально любое изделие. Также они подходят для ирландского, наборного кружева. Обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать такую красоту, что у вас получилось. Отдельно огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч и творческих вам успехов!